Меня зовут Сергей, я автор портала HypeCodes. Мы пишем об IT-технологиях, о программировании и о всем том, что связано с блокчейн, криптовалютах в том числе. Как тебя зовут, где ты работаешь, чем занимаешься? Ну, немного расскажи о себе. Привет, меня зовут Антон. Я работаю в американском стартапе. Мы пишем healthcare приложения для помощи людям в Америке получать и покупать какие-то лекарства, потому что там сейчас с этим проблема. К сожалению, мы не зарелизились, поэтому я не могу назвать конкретное место, где я работаю. Но если вы зададите мне этот вопрос через месяцок или через два, я скажу. На работе используем Full Stack Dry, то есть это Dry Web и ROM. И также у нас есть несколько сервисов на Hanami написанных, тоже Full Stack Hanami, и в целом как-то так. Ты сам из Москвы? Да, я из Москвы. Это мой 4-й Rails Club, и я прям очень рад приходить каждый год сюда снова и снова, видеть очень много новых лиц и видеть своих знакомых, общаться с ними, узнавать какие-то истории, обсуждать какие-то проблемы и в целом весело проводить время. Расскажи тезисно о своем докладе, о чем он будет, буквально пару предложений. В своем докладе я попробую мотивировать людей не бояться писать в open source, потому что я считаю, что есть некоторые проблемы в комьюнити, и своим докладом я хочу попробовать их решить. Это будет абсолютно не технический доклад, основная цель которого просто мотивация. И я буду очень рад, если после сегодняшнего дня хотя бы один или, может быть, два человека перестанут бояться ошибиться или что-то делать. Потому что я расскажу про свои ошибки, про свои проблемы, расскажу про ошибки других людей, покажу, что ошибки — это нормально, и все мы ошибаемся. И в целом как-то так. Как ты считаешь, какие сейчас технологии самые хайповые, в тренде? Ну, например, там какие-то молодые языки программирования или то, что там другой взгляд на старые вещи какие-то? Если говорить вообще про весь мир, мне кажется, machine learning до сих пор хайповый, и люди пытаются на нем много чего сделать. И сейчас, как минимум в России, я не знаю про остальной мир, куча народу говорит про блокчейн, пытается замайнить эфириум, покупает фермы на миллионы рублей. И такая. А если говорить про программирование и про Ruby в частности, это интересный вопрос, потому что можно сказать, что функциональные языки хайповые, но мне кажется, что это далеко не так, потому что вокруг функциональных языков есть какой-то культ, и люди просто пытаются быть причастными к этому культу. Возможно, сейчас в тренде, как и 10 лет назад, просто какие-то решения проблем. Я имею в виду, люди пишут что-то делают, и у них появляются проблемы, которые они пытаются решить. Так появился Dry, так появился ROM, так появился Hanami, так появился Trailblazer из Ruby, так появляются другие языки, такие как Crystal и так далее, и так далее, и так далее. Как ты видишь мир программирования через 10 и через 50 лет, например, и как думаешь, будет ли там место для Rails и для Ruby? Собственно, мир программирования через 10 лет я вижу так, как и свое будущее место работы через 10 лет. То есть никак. Но если фантазировать, не знаю, я бы хотел видеть что-то похожее на киберпанк из романов «Нейромантик», когда люди использовали такие деки, подключались с нейронным интерфейсом к компьютеру, там ходили, что-то делали. Полным погружением мне было бы, или как в Snow Crash, мне бы хотелось видеть, что люди пойдут куда-то в эту сторону. С каждым годом программирование и IT, если это можно так назвать, в общем, в сфере профессий все больше и больше становится популярным. Очень много появляется программистов, системных администраторов и разных других связанных людей. Вот, в общем, какие ты дал бы советы такому среднему, обычному айтишнику, если можно так сказать, чтобы выделиться из толпы чем-то хорошим? Хороший вопрос. Наверное, у меня есть два совета на эту тему. Первый совет — это не бояться говорить о проблемах, которые встречаются, потому что все люди встречаются с какими-то проблемами, и в IT тоже. И если человек расскажет про свои проблемы, и как он их решил или не решил, какие у него идеи есть, как можно это решить, его могут увидеть другие люди, и им будет это полезно. Ну и второй вариант — это решать проблемы не только на работе, но и как-то во всем комьюнити.
не знаю, заниматься open-source, возможно, делать конференции, выступать, писать хорошие блогпосты и так далее, так далее. Авиастроение. Есть большой завод, тысячи людей работают несколько лет, чтобы сделать один какой-то большой, грубо говоря, проект, то есть там какой-то супер большой самолет. В итоге у них все получается, они очень воодушевлены, они как бы счастливы, что они не только там заработали денег, но и сделали что-то важное, полезное. Вот. Бывает ли такое как бы в сфере, где ты работаешь, и если да, то когда это происходит, после чего? Это очень смешной для меня вопрос, не потому что сам по себе вопрос смешной, а потому что я в институте проходил практику на авиационном заводе, который «Салют», по-моему, называется. И я там проходил практику в отделе неразрушаемого контроля и видел, как там все, там своя атмосфера, и люди не всегда радуются, когда они делают большой самолет, потому что у них обычно проблема в том, что деталь за 1 000 000 рублей, у них там где-то микротрещина или еще что-то, или ее надо сделать, и надо как-то ее продать дальше, чтобы она не развалилась и компания не потеряла деньги. Но если отвечать полностью на этот вопрос, не знаю, мне очень нравится, когда я что-то делаю, получаю фидбэк, что это было кому-то полезно, и я прям чувствую воодушевление, когда люди говорят, что вот, спасибо, благодаря этому я решил какую-то свою проблему. Возможно, если говорить более абстрактно и более обширно, то почти вся моя работа, и как в основное время, так и в open source, она, в принципе, нацелена именно на вот это получение чувства обратного хорошего фидбэка и на решение проблем людей из-за этого. В каждой профессии есть как бы профессиональные ночные кошмары. Например, у дальнобойщика это там поломались тормоза, вот, например. Вот я работал в техподдержке, мне всегда снились тикеты от пользователей. Вот я хотел бы узнать, может, ты такой вот человек несчастный, что тебе снится что-то связано иногда плохое с твоей работой? Да, снится, и этот кошмар один, я снова начинаю писать на рельсе. Но если не шутить, я, правда, последний почти год не прикасаюсь к рельсе вообще никак, и у меня выросла еще больше борода, у меня выросли волосы на голове, я стал лучше спать, не считая джетлагов, и поэтому, да, наверное, это мой самый большой кошмар. Писал ли ты какую-то книгу, или, может, был соавтором какой-то книги или большой статьи? Если нет, есть ли у тебя какие-то планы на... К счастью, нет, потому что у меня дислексия, мне сложно писать тексты иногда. Я из самого крупного, что у меня есть канал в Телеграме, где я пишу достаточно крупные сообщения для Телеграм-каналов. У меня была идея попробовать собрать это все в кучу и сделать какой-то огромный сборник, не сборник, а я не знаю, какой-то справочник или что-то еще, потому что там очень related тема. Но в целом нет, я не вижу себя как писатель, потому что мне это сложно. То есть ты даже никогда не думал, не фантазировал? У меня по русскому было 2 между колом и двойкой, поэтому мне действительно сложно. Я знаю, что ты уже 2-й раз подряд на Reds Club выступаешь последним. Вот. Почему ты на это соглашаешься? Или были, может, какие-то конфликты там даже из-за этого? Или, может, тебе просто как бы внутри неприятно, но тебя поставили последним, ты спасибо, буду последним. Как у тебя к этому? На самом деле не 2 раза подряд я выступаю последним, а в этом году и через год назад, то есть это был 16-15 год, да. В 2015 году у меня был Lightning Talk, и он просто оказался последний из 3, поэтому просто везение, и все Lightning Talk были в конце доклада, поэтому пришлось закрыть. А в этом году я специально попросил себя поставить в конец, просто потому что у меня будет не технический доклад, и может быть, я кого-то смогу мотивировать. И идея была такая, что люди устанут слушать какие-то сложные технические вещи, думать головой, потому что сколько, 8 часов Rails Club получается, и всегда это достаточно напряжно, потому что много технических специальностей. Это как рабочий день. Да. И в конце рабочего дня люди хотят какое-то шоу, а как раз мой доклад это будет то самое шоу. И, во-вторых, мне было бы приятно, если бы люди уходили на какой-нибудь автопати или же домой с чувством воодушевления, что вот, я попробую, я смогу, у меня получится. Это отличная мотивация. Все, спасибо тебе большое. Приятно было пообщаться.